Всем привет! Езжу на Бандите 1250 уже третий сезон, и, пожалуй, уже есть что о нем рассказать. Это будет своего рода короткий обзор, мои впечатления, опыт эксплуатации. Постараюсь по возможности по существу и поменьше собственных эмоций. Начну с самого простого, внешний вид. Ну, тут, как известно, на вкус и цвет, кому-то нравится, кому-то не очень. На мой взгляд, смотрится, в принципе, достойно. Особенно мне нравится в таком вот ракурсе, где видно, что он довольно широкий, вот эти широкие ноздри вокруг радиатора. Некоторые вопросы у меня лично вызывает фара и вот этот острый клюв, который намекает на его более спортивного собрата. И, пожалуй, вот этот вот гигантский глушитель, который несоразмерно прямо-таки большой, на мой взгляд. И он довольно тяжелый и здорово торчит за габарит мотоцикла. Так, двигатель. Двигатель уже много кто расхваливал, я, в принципе, пожалуй, повторюсь. Единственное, что хотелось бы обратить внимание на некоторые его особенности. Все-таки двигатель низовой. Самый пик моментов его – это район 4000 оборотов. То есть, в принципе, внизу он едет довольно хорошо, но в отличие от всяких его спортивных братьев, ближе к красной зоне никакого подхвата, никакого рывка, ничего не происходит. И, по-моему, он тогда уже начинает больше жужжать, чем ехать. То есть, чем больше двигатель раскручиваешь, тем сильнее он сдувается. Но того, что есть на низких оборотах, более чем достаточно. Красная зона тахометра начинается от 9500, но на самом деле в реальной жизни, если не стараться прям ехать быстро, а просто ехать довольно активно, так скажем, быстрее потока, то в принципе можно ездить вполне себе до 4000, и дальше, в общем-то, мотор особо-то и не раскручивать. Здесь есть блинкер настраиваемый, можно выставить оборот. Я не помню, сколько его поставил, но, по-моему, там какой-то минимум, да, в районе 9000. Так вот, да, за 2 сезона я, честно говоря, не помню ни разу, чтобы я этот блинкер заметил. То есть того, что есть внизу, того момента, который есть на малых оборотах, хватает за глаза. Ну, мне лично, по крайней мере. Про расход топлива. В крейсерском режиме на трассе в районе 130-150 км в час у меня получается в районе 5,3-5,5 литра. На мой взгляд, довольно неплохо. Если сильно не газовать, то в принципе бак можно растянуть на 300 км в час. Хотя уже, конечно, ближе к 300 становится страшновато и начинаешь ехать помедленнее. То есть, в принципе, запас хода неплохой, расход топлива тоже. Коробка передач 6-ступенчатая, все включения четкие. Никаких проблем с поиском нейтралей нет, все работает отлично, вообще никаких вопросов в коробке нет. Единственное, что она довольно громкая, то есть непривычки некоторые даже пугаются, когда включаешь первую, звук такой довольно громкий, удар. Ну и в принципе двигатель, я так понимаю, сделан с большим запасом прочности, детали там большие, тяжелые, все это здорово грохочет, поэтому удивляться тут нечего. Большой объем, большой мотор, поэтому и громкий. Подвеска. Спереди есть преднатяг, задний амортизатор, регулируется преднатяг и усилие отбоя. Когда я только его забрал, были вопросы по рулежке, в поворотах он пытался вилять задом, была какая-то неуверенность. Все, что я сделал, это выставил правильное давление в колесах и подвески вернул на полностью заводское значение. Ну вот, собственно, третий год с пассажиром, без, в разных условиях эксплуатации. Ни разу я регулировки не крутил, и желания, в принципе, никакого не возникает. Подвеска весьма энергоемкая, здорово глотает ямы. Не помню, честно говоря, чтобы хоть раз у меня был пробой этой подвески. Ну, может быть, только совсем уж в экстремальных ситуациях. Поэтому подвески я бы поставил, ну, не 5, но 4 с плюсом уж точно. Может быть, и 5 с минусом. Я, честно говоря, не ожидал, что подвески будут настолько энергоемкие, что так хорошо он будет ездить, в принципе, по всяким ямам. Она, в принципе, вполне себе переваривает грунтовку, но самые дальние поездки по грунту у меня были на районе километров 300-400. Да, уже устаешь, уже спина начинает напоминать о себе, но, в принципе, 300 километров по грунту проехать можно. Дольше потом от пыли отмывать. Тормоза. На тормоза у этой модели больше всего на самом деле жалоб. И в принципе понятно почему. На мой взгляд, тормозам не хватает информативности. Ручка переднего тормоза довольно вялая.
и не ощущается этот момент, когда произойдет блокировка колеса в должной степени. Ну и мощности тормозных механизмов, пожалуй, немножко не хватает. Не скажу, что это напрягает, но если бы, например, посадить пассажира, то двигатель будет ехать так же, как ехал, да, мощности будет более чем достаточно, а разница в тормозах уже будет заметна и довольно сильно. То есть тормозить придется намного тяжелее. Поэтому мощность тормозных механизмов хотелось бы совсем немножко увеличить. Но все это на самом деле мелочи. Единственная действительно претензия — это низкая информативность, но спасает АБС, поэтому это, на мой взгляд, тоже такая себе проблема. Видел на многих экземплярах, у меня в том числе, что ржавеют болты суппорта, вот эти 4 штуки. На eBay купил готовый комплект нержавеющих болтов, поменял. Я думаю, это самый простой способ бороться с этой ржавчиной. Эргономика. На самом деле мне все нравится. Мой рост 176, вес примерно 90 килограмм. Мне удобно. Я спокойно могу ехать, в принципе, сколь угодно долго. На мой взгляд, комфортный на нем в районе 1200 в день вполне себе. И ничего не болит, ничего при этом не устает. Сиденье водительское имеет регулировку положения по высоте. У меня стоит на нижнем положении. Ветрозащита. На мой взгляд, не вполне достаточная. То есть, ну, опять же, наверное, на 4 из 5. Это стекло уже не штатное, это стекло увеличенного размера от Гиви. Со штатным стеклом ветер бьет примерно в грудь, с этим стеклом примерно в шлем. У меня шлем, к сожалению, очень шумный, поэтому шум надоедает, шум достает, но справедливости ради, это скорее вопросы к шлему, а не к мотоциклу. В дождь мокнут ноги, примерно, наверное, до середины голени. Нижняя часть, потому что, в принципе, не особо не закрывается. Зато колени, полностью весь корпус и вплоть до плечей, в принципе, остаются сухими, если, конечно, ливень не слишком уж сильный. То есть, в принципе, ветрозащита очень неплохая. Единственное, что хотелось бы либо более тихий шлем, либо, пожалуй, чуть-чуть более высокое стекло. Все переключатели там, где нужно. Есть аварийка. В общем-то, есть, в принципе, все, что необходимо. Приборка очень удобная. Есть большой тахометр, индикаторы, скорость и индикатор включенной передачи. Очень, на мой взгляд, штука нужная и полезная. Единственное, что мне здесь не нравится, что можно смотреть либо счетчик пробега, либо часы. То есть нельзя, к сожалению, включить одновременно и то, и другое. Это, на мой взгляд, минус, хоть и небольшой. Очень бы хотелось видеть мгновенный расход топлива и средний расход топлива, но, увы, этого здесь тоже, к сожалению, нет. А в остальном, в принципе, все отлично. Приборку можно настраивать, можно изменить частоту срабатывания блинкера, можно изменить яркость подсветки. Отдельно хотелось бы отметить два, на мой взгляд, самых важных плюса данного мотоцикла. Первый, самый очевидный, это цена. За эти деньги конкурентов у него практически нет. Вы не найдете за эту же стоимость мотоцикла, который бы ехал хотя бы приблизительно так же, имел впрыск и АБС. На мой взгляд, вещи в наше время совершенно необходимые. И второй, его самый большой плюс — это надежность. Мотоцикл практически лишен каких-либо серьезных проблем. У него, можно сказать, нет родовых болезней, кроме некоторых мелочей. Из того, что я смог вспомнить, это проблемы с датчиком включенной передачи. Иногда помогает его чистка, иногда приходится менять. Есть проблема с микропереключателями сцепления и переднего тормоза, который зажигает стоп-сигнал. У меня проблема была только с микропереключателем тормоза. Я его снял, искупал в WD-40, поставил обратно. Больше года прошло, все работает пока отлично. Бывают проблемы с сеточкой топливного насоса. Но опять же, подозреваю, что это чаще происходит в случае, если бак ржавый или топливо было достаточно грязным. У меня лично, кроме микропереключателя, никаких проблем с ним в принципе не возникало. На 50 тысячах я снял клапанную крышку, снял натяжитель цепи ГРМ. Натяжитель вышел всего там на буквально 3 щелчка. Клапанные зазоры в норме. Визуально, в принципе, все выглядит как новое. Я поставил клапанную крышку обратно и понял, что еще 1050 туда лазить, скорее всего, не буду. И никакой необходимости я в этом не вижу.
Я не слышал, чтобы у кого-то были проблемы с двигателем, с коробкой, там, с вылетом передач или с чем-то еще. Действительно, мотоцикл получился у Suzuki весьма надежный и без каких-либо действительно серьезных проблем. И, на мой взгляд, это его самый-самый большой плюс, особенно если этот мотоцикл использовать для путешествий, например, когда от мотоцикла зависит многое. Альтернатив на сегодняшний день особых я ему не вижу. Единственное, что в каком-то смысле смущает, эта цепь. Ну, такое себе. С цепью вполне себе можно жить, особенно если смазчик установлен. Кстати, цепь у меня стоит до сих пор заводская. На сегодняшний день пробег 53 тысячи. Никаких особых признаков износа этой цепи нет. Есть у данного мотоцикла, на мой взгляд, один большой плюс, о котором мало кто говорит и не все замечают. Обратите внимание, как установлен госномер. Дело в том, что большинство камер, фиксирующих нарушение скоростного режима, расположены примерно под углом 45 градусов. И, насколько я понимаю, вот при таком положении камер госномер не распознается. При всем при этом это абсолютно его штатное положение, как вы видите. Никаких изменений, просто номер установлен в штатные места. Спасибо фонарю подсветки госномера. За 3 года ни одного штрафа я не получил. Не скажу, что я нарушаю, я, конечно, стараюсь этого не делать, но, думаю, установка госномера сыграла в этом далеко не последнюю роль. Конечно, это не спасет от камер переносных, которые устанавливаются довольно низко, но, к счастью, в Приморском крае у нас их довольно мало. Например, еврейскую автономную область, когда я проезжал, как-то так получалось, что я их видел заранее, и, в принципе, никаких проблем тоже не возникло. От хозяина из Японии мне достались вот такие вот слайдеры. Правда, они были еще сильно длиннее, я их обрезал, потому что у меня были опасения, что в повороте я ими начну цеплять. Я укоротил их длину, дабы защитить боковые крышки, но, в принципе, даже такой длины хватает, чтобы ноги на них вытягивать и отдыхать. В общем, 2 в одном, и слайдер, и респет. Система охлаждения. Никаких вопросов, все работает отлично. 2 вентилятора. Один вентилятор включается в городе регулярно на малых скоростях. Второй я слышал только один раз, когда после длинной и отвратительной поездки по жидкому грунту, глинистому, довольно сильно забило радиатор. Тогда я услышал второй вентилятор. Это было только один раз за все время эксплуатации. Что хорошо, когда включается вентилятор в жаркую погоду в городе, теплый воздух идет в стороны и, в принципе, ноги практически не разогревает. Это очень хорошо. Уже смонтировал это видео и собирался выкладывать, но понял, что забыл рассказать о некоторых плюсах и минусах, которых стоило бы. Ну, начну с простого, с плюсов. Центральная подставка на всех моделях с завода. Я думаю, тут комментировать что-либо дополнительно не требуется. Это хорошо, это удобно, это здорово. Касательно минусов. Первый. Пассажир жалуется на не очень удобное пассажирское сиденье. Тут я, пожалуй, соглашусь. Уклон пассажирского сиденья вперед довольно большой, при всем при этом, как на некоторых мотоциклах, руки вперед вытянуть и упереться в бак не получается, тянуться довольно далеко. На мой взгляд, пассажирское сиденье не очень удобно. Второй минус. У меня лично, я сделаю оговорку, возможно, это касается конкретно моего экземпляра, может быть, у кого-то таких проблем нет, но у меня возникли вопросы по качеству окраски. Например, с переднего крыла краска начала слазить довольно большими лохмотьями после долгой поездки по дождю. Я решил эту проблему просто, я затянул все крыло полностью в винил, но тем не менее. Есть небольшие дефекты окраски на раме, есть небольшие сколы краски с двигателя. Ну, ничего критичного, опять же, но в принципе хотелось бы краску попрочнее и понадежнее. Ну вот, вроде бы и все. Если у кого-то есть вопросы, задавайте в комментариях. Надеюсь, это видео кому-нибудь пригодится. Всем пока!